В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина Buff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем здравствуйте, мы находимся на тестовом сервере. Мы здесь для того, чтобы посмотреть на нового героя, потестировать его и понять, насколько он хорош. Я имею в виду нового героя призыва Лакрейса. Мы его называем там опарышем, бабочкой, мотыльком, кем угодно. Можно просто Лакрейс. На бумаге он выглядит довольно-таки сильным. То есть он увеличивает живучесть заметно команды за счет щитов, которые он отдает. И щиты у него очень вроде как должны быть толстые. Также он должен увеличивать урон команды за счет вот этих новых эффектов. Плюс ко всему он сам вроде как должен наносить неплохой урон, судя по тем цифрам, которые у него прописаны в навыках. Правда, раздавать он эти щиты начнет только на втором пробуждении. И тогда у нас только начнет живучесть команды действительно заметно улучшаться. И урон основной, увеличение урона, у него заложено в 5-е пробуждение, потому что здесь вот эти вот эффекты увеличения урона, они усиливаются. И плюс ко всему их количество тоже увеличивается. Итак, давайте попробуем понять, каким получился новый герой. А вообще, кого мы будем менять? Вместо кого мы будем ставить нового героя? У нас есть в школе призыва Ирзелас и есть Синтреля. Чаще всего Ирзелас у нас выполнял роль танка, потому что он все-таки ближник, он там потолще, да, у него здоровье побольше, он сам урон никакого не вносит, часто его характеристики никак не влияют на урон Лильванис, потому что мы чаще всего именно Синтрели, тем более с учетом вот этих вот мификов, мы ей задираем атаку, Бернейт еще бывает, да, тоже делаем, и Ирзелас сохраняет роль танка. Иногда мы только ему добавляем какой-то предмет на раздачу урона, если таковой имеется в сезоне. Но в остальном он выполняет роль танка. У него очень неплохие усиления, очень неплохие. Это у нас и увеличение урона, и увеличение атаки, плюс ко всему у него призывается очень много вот этих скелетов, что позволяет лечение производить за счет Тиамат пассивного эффекта очень неплохое. Плюс ко всему на 5-м пробуждении у Ирзеласа там эти усиления становятся нерассеивыми, что иногда на боссах важно. Но при этом, когда у нас не получается выживать с Ирзеласом, то есть 4 ДД вместе с Тиамат, естественно, мы меняем именно его. Почему? Потому что его влияние на урон меньше, чем у Синтрели. Если мы убираем Синтрелю, чаще всего урон у нас падает заметно сильнее, чем если мы убираем Ирзеласа. Поэтому мы рассматриваем замену именно Ирзеласа на вот бабочку новую. Тогда у нас схема команды остается та же. Итак, 4 у нас героя, да, вот они обычно в задних рядах там где-то, и плюс Лильванис где-то посередине, и один танк. Схема у нас остается такая же после замены на Ирзеласа на него. И в первую очередь давайте смотреть просто урон. Во-первых, посмотрим урон за 5 минут на манекенах. Манекены имеют кое-какие характеристики, да, то есть защиты, там все вот это вот. То есть урон будет, более-менее применим к учету для анализа. Связь стихий у меня здесь вот такая. Не стал я прокачивать дальше, чтобы у меня показатели были, более-менее адекватные. Поэтому давайте посмотрим, что за команда. У нас здесь вот такие вот таланты, стандартные таланты на увеличение урона именно Лильванис. У Лакрейса у нас здесь сет на щиты и мифик на щиты. Но здесь есть но. И это но связано с действием вот этих вот усилений урона. Они у нас накладываются за счет атак. Каждая атака привидения накладывает усиление урона. За счет атак. Это значит, то есть автоатаки. Чем чаще они будут атаковать, соответственно, тем больше они этих усилений на противника наложат. При этом при исчезновении привидения с цели рассеиваются все усиления урона. Это тоже важный нюанс, да? При этом абсолютный навык отзывает всех привидений. Соответственно, после абсолютного навыка у нас все эти усиления будут спадать. То есть за короткий промежуток цикла мы должны как можно больше делать автоатак, соответственно, увеличивать скорость атаки. И это мы сможем сделать с помощью рун. Это уже первый момент. То есть зависимость от наложения вот этих эффектов и от скорости атаки — это первый момент, который делает Лакрейса не очень удобным, хорошим героем. Так как чаще всего, да, для того, чтобы он нормально более-менее накладывал, ему тогда нужно ставить другой сет, например, на скорость атаки. Но мы это еще посмотрим в бою, может быть, не все так плохо. Здесь у меня есть руна на 3 эффекта скорости атаки и здесь на 2. И сохраняем вот этот сет для увеличения урона. Лильванис у нас здесь плюс 4, чтобы тайминги не влияли на качество тестов, то есть на точность данных, потому что я не играл 5-й Лильванис, и я очень сильно могу ошибиться с этими таймингами. Ну и плюс просто-напросто затраты времени будут выше для настройки команды, то есть если у нас будут не манекены, а уже противники реальные, да, то там уже сложнее будет все это подгадывать. Я оставил 4-е пробуждение.
Крит шанс стопроцентный, чтобы данные по урону были, да, стабильные и, соответственно, не искажали результат. Ну, а снаряжение, какое смог здесь на тестовом сервере получить. Сделал некоторую закалку, видим, чтобы шанс крит удара добить до 100%. Ну и, соответственно, руны, вот такие вот. Тут ничего необычного, таланты тоже обычные. Синтрель одета вот так, то есть максимум атаки, раздача урона и вот этот мифик на раздачу атаки. Атаки у нее как можно больше, таланты тоже типичные для Синтрели. Бернейт у нас здесь с сетом кукольника и тоже на раздаче атаки. Тиамат у нас здесь с этим сетом, так как она у нас единственный, кто лечит, вот этот, чтобы эффект работал, да, этот сет именно на ней. Ну и, соответственно, мифик на увеличение урона и разлом. Ну и все, пета я поставил именно оленя, для того, чтобы с живучестью не было проблем, наверняка. Ну и плюс ко всему у меня нету пета, допустим, кота. Но обратите внимание, таланты я уже сделал ему боевыми, то есть уже и пробужденные таланты есть, то есть вполне себе неплохой урон, плюс атака здесь тоже уже неплохая. Ну, с котом просто добавляйте, я не знаю, сколько там процентов, да, получается к итоговым показателям по урону. Ну и, соответственно, по разнице в уроне. Итак, давайте побьем 5 минут. Это стандартный бой, допустим, для континентального испытания. Давайте посмотрим, какой будет урон в секунду у Лильваниса. Заодно посмотрим, как у нас накладываются эффекты Лакрейса. Итак, смотрим на эти эффекты. У нас здесь 3 цели, но обратите внимание, они стоят рядом, то есть плотничком. Сколько здесь эффектов накапливается. Вот сейчас должны появиться проведения вон они. И видим эффекты. Здесь 6 штук, здесь 6 штук, и здесь 8, 10, 12. И все. 12. 12 эффектов было на всех 3 целей. Мы можем смотреть, конечно, здесь. Может быть, это будет удобно, просто они постоянно дергаются. Здесь мы видим Лильванис, когда она будет использовать свой навык. 12 эффектов на всех 3. Только 12 эффектов. При условии, что скорость атаки минус 0,59. Нам нужно больше скорости атаки для того, чтобы этих эффектов наложить побольше. Ну вот такой вот ДПС получился за 5 минут. Обращу внимание, да, что тайминги поставлены так, чтобы Лильванис била сразу после него. То есть мы, во-первых, под щитами, во-вторых, мы бьем по всем эффектам. Они буквально там за 10 доли секунд пропадают после того, как Лакрейс использует свой абсолютный навык. Вот такой вот ДПС получился. Это у нас Лакрейс без пробуждений. То есть он щиты никому не дает. Соответственно, урон от сета увеличивался только у него. Ну и, соответственно, из-за недостаточной скорости атаки, как мы видели, 12 эффектов всего лишь было на целях, и Лильванис тоже получила неполный прирост урона. Есть нюанс, да, что мы ставим вот этот сет, но не всегда будет получаться подстроить тайминги, как мне кажется, со щитами под навыки босса. Например, если у нас есть замедление, либо от босса, либо от нас, если у нас есть ускорение у босса. И это дальше мы увидим на примере боссов Филда. Поэтому учитывать вот этот сет, тем более, что он сезонный, то есть в следующем сезоне его может уже не быть, я бы не стал. Но в данном сезоне мы будем его рассматривать. И давайте мы оденем сет на скорость атаки и посмотрим, что будет так. 12, 14, 16, 18 и... Нет, 20 нету. То есть у нас эффекты гуляют. Даже с учетом сета на скорость атаки. Смотрим дальше. 16, 18 и стабильно 18. То есть он выходит на показатели 18 эффектов. Ладно, смотрим урон. И вот такой вот ДПС. Заметно лучше. При этом весь бой 18 эффектов накладывались. Вот так вот на целых, там сколько, миллион получается, да, с копейками, а лучше. А теперь давайте посмотрим урон с Эрзеласом. Видим, что снаряжение абсолютно одинаковое у всех остальных. И у Эрзеласа нету ничего, что могло бы повлиять как-то на результат. То есть обычный Эрзелас там в живучесть, плюс на раздачу на какую-то. Единственное, что на боссе у нас эта раздача доставать до Лильванис не будет. Ну и тем более, что у нас здесь есть раздача уже у Синтрели, то есть это вот на это не обращайте внимания. Ну и видим вот такой вот урон. За 5 минут 9200. То есть близко, но это сколько получается? Почти миллион. Это уже 10% разницы между Лакрейсом и Эрзеласом. Около 10% уже на старте. А теперь давайте посмотрим, в чем разница у нас будет, если у нас будет скорость атаки сет и большее количество эффектов. Либо со вторым пробуждением при раздаче щитов с тем сетом на щиты с меньшим количеством эффектов. То есть какая будет разница по урону. С этим сетом я урон не показываю, потому что мы его уже видели, и второе пробуждение ничего нового не привносит, только раздачу щитов. Поэтому загружаем вот этот сет, теряем там скорость атаки дополнительную, но зато увеличиваем урон за счет сета. Ну и мы видим, что урон стал таким,
как если бы у нас был сет на скорость атаки. Но у нас здесь был сет на щиты. Ну что ж, давайте посмотрим тогда, сколько нужно добавить скорости атаки, чтобы у нас эффекты накладывались более стабильно и хорошо. То есть, ну хотя бы вот те же самые 18 получать, если не 20. Так как у меня здесь руны добрать, ну пока что нету возможности, то есть, чтобы здесь было больше эффектов. Ну и тем более, что в игре тоже их получить довольно-таки сложно. На плюс 3, либо вообще плюс 4. Поэтому давайте я просто добавлю вот этот 2 кусочка сета, который одевал раньше, но не полный сет. То есть у меня здесь будет минус 0.17, то есть вот 0.77, но без вот этого эффекта на 60%. Ну и вот минута прошла, видим 8, 10, 12, 12 эффектов, все те же 12 эффектов. Мы добавили 20% скорости атаки, но ничего не поменялось, то есть сет, я так понимаю, будет обязательно. Вот они, те же самые 12 эффектов. Ну что ж, давайте его сделаем вот такую вот связочку. Это у нас кубок на 45% и сет со щитами. И смотрим, та же самая минута прошла боя. 8 эффектов, 10, 12, 14. То есть стало на 2 эффекта больше. Давайте еще раз. Еще один цикл пропустим. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Снова 14. Да, не больше 14. Ну и напоследок проверим сам сет на скорость атаки и кубок. И видим, что 18 эффектов также накапливается, то есть ничего не поменялось. Что с кубком, что без. Недостаточно, чтобы 20 эффектов здесь собирать. Ну, конечно же, все поменяется, когда у нас он будет плюс 5. Потому что здесь у нас уже будет, видим, привидений 5 штучек, а не 3. Соответственно, ударов больше, эффектов больше, еще и максимум у нас увеличивается до 30. Смогут ли они набивать 30 эффектов? Давайте посмотрим, но единственное, что посмотрим без сета и без каких-либо кубков. Посмотрим вот с такой схемой снаряжения, с сетом на щиты. И нет, сильно ситуация не изменилась, видим 24 эффекта, 24 из 30 успевают только набить. Но тут есть еще нюанс, что на третьем манекене видим, что здесь набивается. Смотрим, 8, 10, 12 эффектов. 24 и 12. Ну вот так вот. То есть наличие 5 пробуждений нам никак в этом не помогает. И давайте посмотрим, что будет с сетом на скорость атаки. И мы видим, что с сетом атаки заметно получше. На 2 манекенах 30 эффектов. Сейчас оп-оп-оп, 20-30. Но на третьем манекене все так же 18. Ладно, с этим понятно, давайте посмотрим, сколько по урону в итоге даст разницы 5-е пробуждение. Ну и даже с учетом неполных эффектов, видим весь бой, здесь 18 эффектов у нас сохраняется на третьем манекене. Даже с учетом этого разница по урону получается значительная. Ну, как минимум, достаточно заметная. Да, это 3 пробуждения, но и почти 30% урона тоже вполне себе неплохо. Плюс ко всему у нас еще здесь и щиты появились для всех. 12750. Это у нас в сете на скорость атаки. А теперь давайте посмотрим реальных противников, то есть боссов континентального испытания и воронку. Начнем мы с континентального испытания. Почему я тестировал именно на Филта? Сразу вопрос такой появляется, потому что, во-первых, здесь минимум дополнительных условий, нету никаких ослаблений, нету никаких сбиваний навыка, оглушения, замедления, вот этого всего. Единственное, что здесь неприятно, Филта ускоряется, и поэтому подстраивать щиты под его самый сильный навык, да, под абсолютный навык, у нас здесь не получается. И поэтому сет на увеличение урона от щитов здесь действует достаточно плохо, так как у нас здесь здоровье будет часто опускаться ниже 100%. Также это повлияет на действие вот этих 2 эффектов. Они у нас здесь не переведены. Первый эффект звучит так, что при полном здоровье на 20% урона мы наносим больше. То есть этот эффект будет работать плохо. Еще один эффект, здесь второй, это за каждое усиление у нас увеличивается урон, исходящий на 5%, и уменьшается входящий на 5%. Это значит, что Лакрейс здесь будет хуже играть, чем тот же Ирзелас, потому что у Ирзеласа 2 усиления есть, да, на абсолютном навыке. У Лакрейса таких усилений никаких нет. Но этого будет достаточно для того, чтобы все равно увидеть разницу. Мы же здесь не смотрим максимальный урон, самого подходящего босса под призыв. Нет. Я хочу здесь показать урон по реальному противнику в множественные цели. Чаще всего на боссах слияния у нас расположены они как-то вот так. Мы здесь будем смотреть на то, как вешаются эффекты. Ну и, соответственно, естественно, разницу по урону. У меня здесь абсолютно та же команда. Видим,
сет на скорость атаки. Причем у меня здесь атака, то есть я не на живучесть брал. Выживет ли он? Здесь у меня защита. Можно попробовать, конечно, шанс крит удара собрать, крит урон, то есть он-то урон вносит, ну, как заметный, но, ой, я бы сказал, незначительный по сравнению с Лильванис. На плюс 5, конечно, это будет уже более значительный процент, но учитывая, что ему надо танковать, я не знаю, как это получится. Под другого босса, где мы сможем контролировать именно попадание по щитам, там, может быть, нам получится собрать полностью его в урон, и при этом, чтобы мы выживали. Здесь же это сделать, как мне кажется, сложно. Здесь урон у них очень высокий, даже с учетом того, что Тиамат у нас кидает запрет усилений, штраф к атаке и снимает сбор, то есть не дает сбор собирать. Все равно урон здесь довольно-таки высокий, особенно в конце боя. И давайте посмотрим на самом деле. Я ему поставил вот такие вот перчатки, у меня здесь лучше не нашлось. Вот такие вот перчатки на урон, на критический. Атаки у него здесь 4000, не знаю, он выживет, нет. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, здесь он будет собран в урон. А прежде чем смотреть сами показатели итогового урона, да, посмотрим, как у нас тут распределяются эффекты. И вообще, что происходит. Фил-то у нас своим боевым вот этим навыком 3 залпа, видим, делаем по случайным врагам. Ну, естественно, по скоплению. И каждый залп наносит врагам урон, и если задето более 2 врагов, получает 1 заряд сбор. То есть команда призыва здесь достаточно плохо подходит, так как у них здесь много призывных существ, и Фил-то будет очень неплохо так ускоряться. То есть постоянно будет получать этот эффект. А теперь давайте обратим внимание, только я скорость пониже сделаю. Сколько у нас здесь эффектов? 12, 14, 16, 18, 30, 18 и все. И они пропадают. Ну, потому что он использовал свой абсолютный навык. Смотрим дальше. 30. 18. А здесь ни одного эффекта нету. И как я уже говорил до этого, да, я расстановку менял. И мне никак не помогло третьего Филта зацепить. То есть, чтобы на него эффекты тоже накладывались. Видим 12, 14, 18 и все. То есть 30, 18, 0. Ладно, смотрим итоговый урон. Живут они пока вроде бы неплохо. Что будет дальше, посмотрим. Еще сколько тут? Целых 3 минуты. То есть это только начало боя, можно сказать. И вот так вот. 2 минуты остается, он не выжил, он умер. Причем, обращу внимание, одетый в урон, он нанес 275, пока что, да, пока у нас не закончился бой, 275 тысяч у него урон в секунду. Но, учитывая, что он сейчас уже умер, толку от этого урона, от прибавки, никакого нету. Так что возвращаем наши перчаточки на защиту и делаем прогон дальше. Ну, я сделал 10 прогонов, это самый лучший результат, то есть ни разу он не выжил, и поэтому урон, к сожалению, только вот такой. Я не буду отказываться от этого сета, да, потому что он напрямую влияет на урон Лильванис, но при этом сменю атаку на защиту. Давайте посмотрим, получится ли выжить вот так вот. Выжить не получилось, поэтому я добавил какую-то закалочку тут, совершенствование стихий, все, что смог добрать. И давайте попробуем снова. Ну, это пока лучший результат, который был, 521. Я думаю, что он умер в самом конце, потому что до этого я проводил бой, и у меня он выживал весь бой. И урон был 520, по-моему, 7. Поэтому давайте смотреть дальше. А мы будем убирать пробуждение. И вот такой вот урон получился, они здесь все выжили. 455 миллионов. Разница довольно-таки высокая с 5-м пробуждением. Ну, а как могло быть иначе? Что ж, давайте посмотрим вариант без пробуждения. Я не знаю, выживут они здесь либо нет. Ну и урон здесь вот такой. То есть второе пробуждение на урон никак не влияет, влияет чисто на живучесть. Если, конечно, нету сета, который, да, там от щитов и при полном здоровье у нас увеличивает урон. Но так как у нас без сета на скорость атаки мало слишком эффектов, то этот сет на щиты, ну, я считаю, что не очень. Кстати, расстановку я поменял, то есть сместил его вот сюда вот поставил, и жить они стали лучше гораздо. И вот на самом деле вот такой вот урон получается, то есть да, с плюс 5 заметно лучше, вот 544, может быть даже может прыгнуть еще больше, там на 550. Ну то есть разница где-то 20% уже не на манекенах, а в реальных условиях. А теперь вариант с Эрзеласом. И мы видим, что вариант с Эрзеласом по урону получается здесь таким же, как и с новой бабочкой, с Лакрейсом. Даже чуть-чуть получше. Да, Эрзелас здесь умер. Но, как я уже говорил, у Эрзеласа здесь есть преимущество на выживаемость и на урон. Ну, за счет того, что здесь эффект от усилений. То есть 10% снижения урона и 10% увеличения урона Эрзелас здесь дает. Также здесь у него было преимущество в том, что Бернейт стоит вот здесь вот, то есть Лильванис получает атаку еще и от Бернейт.
Когда мы играли с Лакрейсом, Бернейт стояла вот здесь для выживаемости. Иначе они у меня постоянно умирали. С Эрзеласом почему-то такой проблемы нету, возможно, что специфика расстановки. То есть учтите, что получается урона, если мы вот сделаем вот так вот, давайте посмотрим, как это будет. Ну, хотел показать, что будет похуже, да, чем с Лакрейсом, а получилось получше. То есть я убрал Бернейт, он дожил до конца, и урон 466. Ну ладно, не будем как бы на это обращать внимание, так как у Эрзеласа здесь небольшое преимущество в свойствах босса. В любом случае, разница с Лакрейсом без пробуждений, да, будет минимальная. При этом плюс 2 дает возможность участвовать в тех боях с 4ДД, да, не теряя в уроне. Когда Эрзелас этого сделать не сможет, когда не будет вот таких дополнительных эффектов, и когда его щиты действительно помогут команде выжить. Но для этого придется, да, достать 3 копии Лакрейса. Ну а что же насчет воронки? Что здесь может показать команда призыва с Лакрейсом, пускай даже плюс 5? Ну, показать она здесь особо ничего не может, то есть конкурировать с командой Ауры, там, Ледяного Взрыва, Неустрашимых, Разъедания, она конкурировать даже близко не сможет. Здесь, во-первых, недостаточно лечения от Тиамат, пускай оно неплохое, пускай оно увеличивает характеристики, но его недостаточно. Да, у нее есть штраф к атаке, но опять же его недостаточно. Есть у нас большие, очень большие щиты от Лакрейса. И даже когда мы ставим, допустим, какой-нибудь Бернейт на то, чтобы она принимала удар на себя и даем ей сопротивление достаточное количество, все равно этого не хватает. У нас есть такая проблема, что Лакрейса дает щиты здесь, и их хватает вот до сюда. У них срок действия 10 секунд, и, соответственно, вот этот навык мы не перекрываем и быстренько умираем. Ну как быстренько? С учетом наличия оленя, они где-то не доживали, точнее, минуту. Я хотел растянуть действие его щитов с помощью артефакта Эльминстера. Кто не знает, есть такой артефакт. Это у нас для старых игроков актуально, для новых нет, потому что у нас такого события на Эльминстера еще не повторялось. А именно там мы получали этот артефакт. Но, к сожалению, этот артефакт не увеличивает длительность его щитов. И даже с этим артефактом они все равно здесь через 10 секунд пропадают. Из-за этого удар здесь приходит очень сильный, и, ну, в общем, мы умираем. Да, мы все равно живем 7 минут, но урон при этом, как я уже сказал, все равно никакущий. Но здесь есть позитивные моменты. Позитивный момент в том, что когда у нас одна цель, Лакрейс не требователен к скорости атаки. То есть мы можем спокойно ставить вспомогательные сеты на увеличение урона Лильванис, и он все равно будет успевать спокойно набивать все свои эффекты вовремя. То есть вот эти вот 20 там либо 30 эффектов он будет поддерживать, потому что все тени будут бить одну цель. И вот, допустим, такого увеличения скорости атаки его уже достаточно для этого. Я вам могу это продемонстрировать. Видим, что у меня было минус 0,59 секунд на скорость атаки. И смотрим, сколько у него эффектов будет появляться. Он здесь плюс 5, поэтому их должно быть 30. Видим 16, 20, 30, и они, вот они, висят, и потом, когда он использует свой навык, они, естественно, пропадают. Сразу после того, как Лильванис использует свой абсолютный навык. Смотрим дальше. Опять спокойно, 30 эффектов он набирает. Даже если мы уберем пробуждение, и у него будет не 5, а 3 привидения, вот этих, как они называются, то все равно он успевает без проблем все свои эффекты поддерживать на одной цели. И можем посмотреть здесь еще раз. И видим 20 эффектов. И снова 20 эффектов. Вот они. Их хватает ровно до того момента, пока Лильванис не ударит, и потом они пропадают. Конечно же, на новичковых серверах, где нету топовых команд, да, и вы, допустим, покрутили этот баннер, вы можете получить какое-то преимущество на какое-то время. То есть команда позволит там набивать больше остальных. Но насколько хватит этого преимущества, ровно настолько, пока другие игроки не станут собирать ауру. Поэтому, если вы хотите, вы можете потратить ресурсы на сбор этой команды. Она вам пригодится на боссах, команда неплохая, единственное, что, ну, не топовая. То есть я бы советовал тратить ресурсы на более приоритетные задачи. Если у нас, допустим, команда та же Аура показывает лучший результат, я бы начал, допустим, с нее. Если у нас Неустрашимые показывают хороший, отличный результат, я бы начал собирать ее. Но с теми оговорками, что разные команды требуют наличия в топовом составе определенных героев, которых не факт, что вы сможете получить. Так как, допустим, у нас Неустрашимые требуют наличия какого-нибудь Маштура.
Да, в зависимости от текущей связи стихий, мы можем из других стихий каждый сезон брать какого-то сильного героя поддержки, чтобы у нас эта команда выдавала около максимальный результат. Как, например, у нас это в этом сезоне будет Риита, потому что у нас с ядом связь стихий. Как у нас, допустим, в прошлом сезоне была связь стихий, по-моему, с омертвлением. И поэтому мы использовали, например, Эстайон, либо использовали Волка вот этого. Ну и так далее. Просто команда призыва, она тоже требовательная. И здесь чаще всего вы можете увидеть Тиамат, которую на данный момент целевым образом также получить невозможно. И мы можем получить ее только через удачу. Удачу и большие траты. Ну, либо большие, либо не очень, в зависимости от вашей, опять же, удачи. Поэтому, например, новичкам, я не знаю, я бы не советовал бы тратить на него ресурсы, да, а посоветовал бы подождать, допустим, тот же конструктор и собирать уже более актуальные на данный момент школы и, соответственно, команды. Тем более, что реальный эффект от него, от его наличия будет только на втором пробуждении, ну, сами понимаете. Это уже 2 дополнительные эксклюзивки нам нужно получить вместо получения других, которые могли бы вам уже целую команду собрать. Потому что, например, у яда, если мы получаем новую змею, хотя бы одну, и все, других эксклюзивок нам не надо. Уже это полноценная команда будет с тем же Дуранго, с тем же Твичом, либо на первое время даже вот с эпиками. И причем эта команда будет играть и в том числе без эксклюзивного героя поддержки. Да, похуже, естественно, но все равно на уровне. То есть я говорю про Агока. Ну и так далее. Но так как на воронке команда не особо конкурентоспособна, плюс ко всему есть проблемы с живучестью, давайте посмотрим тогда на разницу по урону в одну цель уже на манекенах. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понять разницу между ним и тем же Эрзеласом. Так как у нас в одну цель, когда он играет, то ему не нужно уже ставить сет на скорость атаки вообще, тут можно рунами одними перекрыть, да, потребность, и уже ставить, например, сет какой-то на увеличение урона. Давайте посмотрим, какая будет разница между ними. Итак, Лакрейс на 5-м пробуждении. Ну и вместо 13, по-моему, да, почти миллионов у нас было. А здесь у нас уже 5. И вот такой вот урон получается со 2-м пробуждением. 3800, то есть на 1 200 000 меньше. Ну а с Эрзеласом получается вот так вот. То есть совсем маленький урон, 3 100 000. Это у нас более, по-моему, 20, что ли, процентов. Я так понимаю, сказалось наличие у Лакрейса, во-первых, вот этой вещи, да, которая 12% урона дает. Потом здесь 10%, 10% атаки. То есть, ну вы представляете, сколько здесь заложено бонусов. И когда ему не нужно увеличивать скорость атаки путем какого-то сета, да, то он, получается, если у нас в сезоне доступны какие-то вот такие вот предметы, сеты, мифические эффекты, здесь он может за счет щитов проявить себя в полной мере. И тогда у нас разница будет заметной. Единственное, что, опять же, нужно 2-е пробуждение. Потому что без него, соответственно, нету щитов и нету никаких вот этих вот эффектов. Также у нас была идея, что Лакрейса можно поставить в ауру. Так как у нас здесь есть анализис, то лечение у нас уже присутствует. Плюс ко всему она снимет штраф к защите, если он будет наложен. И Лакрейс даст огромные щиты, плюс ко всему он даст вот эти эффекты усиления урона. И казалось бы, урон должен заметно вырасти. Но есть проблемка. Проблемка в том, что Лакрейс накладывает эти эффекты на непродолжительное время. То есть максимальное количество этих эффектов находится на боссе довольно-таки непродолжительное время. И плюс ко всему они накапливаются постепенно. И в ходе проверок, недолгих, скажу сразу, может быть я как-то ошибся, может плохо настроил. Но в ходе тех проверок, которые я сделал на стриме вот недавнем, там было так, что он эти эффекты набирал в течение там где-то 6 секунд. И держались они недолго, то есть пропадали довольно-таки быстро. И контролировать вот этот вот набор и максимальное, чтобы поддерживать максимальное количество эффектов, честно, я не знаю как и возможно ли это. Потому что у нас здесь условия, что при исчезновении привидения рассеиваются все вот эти эффекты. А если он не будет использовать свой абсолютный навык, то, во-первых, он не будет накладывать щит, во-вторых, этот щит не будет спадать и не будут призываться привидения. Ну и, соответственно, живучесть у нас здесь просядет. Можно, конечно, попробовать использовать как-то навык заранее, чтобы они раньше появлялись и накапливали эффекты тоже заранее. Но все равно добиться того, чтобы около 10 секунд длился максимальный эффект, либо около максимальный, ну это маловероятно, да, потому что им все равно нужны атаки. На 5-м пробуждении, кстати, может быть и получилось бы как-то реализовать именно преимущество, что урон вырастет. Но тут появляется проблема, да, что он с омертвления, и ему нужно ускорение для того, чтобы успевать
цикл 18 секунд. А так как у нас здесь больше ставить сет вот этот некому, то есть у нас лечение производит только анализис, у нее очень важный сет вот этот вот, и поставить вот этот сет на снижение урона больше некому. И чтобы добрать ускорение, нам приходится, например, ставить часы. Там либо посох, ну либо что-то с ускорением. Поэтому мы уже теряем в уроне, и это ни к чему не приводит. Но справедливости ради могу сказать, что на 5-м пробуждении у Таресии был ДПС, то есть урон в секунду, такой же, как и с Роуз. Единственное, что с Роуз они выжили весь бой, а с Лакрейсом они умерли раньше времени. То есть даже если бы они выжили, то урон бы не увеличился. Ну, как-то вот так вот. Единственное, что я допускаю, что может быть такая ситуация, как вот, например, с Чориком, но гораздо с меньшим эффектом. Потому что Чорик все-таки имеет артефакт, да, его просто поставил и все, никаких условий. Просто поставили артефакт и уже стабильный на все 50% урона увеличения есть у всей команды. При этом здесь вот реализовать его увеличение, ну, как мы видим, довольно-таки сложно, и оно такое специфическое. Оно подходит, например, кстати, может быть для дикости. Когда он накапливает максимальный эффект, и мы подстраиваем его так, что максимальное количество именно в момент, когда просчитывается урон от Флоры. Ну и тогда, может быть, да, получилось бы. Единственное, что команда Флоры требует наличия 4 ДД, и просто поставить его мы не можем, потому что у нас тогда будет полностью отсутствовать лечение. Мы можем поставить его, попробовать в команду, например, разъедание, так как у нас разъедание играет в 3 ДД. Это у нас Сицидис, либо Шмыгли, Рук и, соответственно, Сакредея. И вот здесь уже вместе с Рейтой и, например, им, когда у нас связь стихий будет позволять, можно будет проверить, увеличится ли урон всей команды, в том числе Рука. То есть это же у нас не увеличение нашего урона, вот эти эффекты. И, соответственно, ограничение по истинному урону, оно не должно сработать. То есть вроде бы должно увеличивать входящий урон по противнику, в том числе и тот, который наносит Рук. Не знаю, надо проверить. И увеличит ли в итоге это урон, либо так же, как и с командой Ауры получится, что плюс-минус получится то же самое, но появятся проблемы вот с тем, чтобы правильно там выставить это все, чтобы выжить. И плюс у нас будет 2 стихии вместо одной, что тоже вызывает некоторые сложности, проблемы и потери. Не знаю, надо будет посмотреть. Но я думаю, что ситуация такая возможна. Правда, гораздо, как я уже сказал, с меньшим эффектом, чем, например, в случае с Чориком. И давайте вспомним, что у нас есть еще режим шахмат. И здесь Лакрейс может быть вполне себе очень даже полезен. И может быть даже не просто полезен, а сделать призыв одним из топовых составов. Ну, судя по отзывам. Я, честно, я сам им не играл, но я представляю, как происходят бои в шахматах. Я его еще в таверне у нас не видел. Ну, собственно, у нас потому что баннер только недавно появился. Но, судя по отзывам, он там играет очень неплохо. Особенно на 2-м пробуждении, конечно же. У него здесь талант эксклюзивный, да, на увеличение урона. Опять же, судя по отзывам, он наносит очень неплохой урон. Плюс ко всему призыв имеет отличный бонус вот этот на снижение урона, значительное. Также у него здесь эффект Стража, новый эффект, да, который парирует урон и мало того еще и снижает длительность эффектов контроля. Ну и, соответственно, он еще и колдун, который даже если не выживет, даже если умрет, он сможет увеличить атаку быстренько ей. Либо, например, если это у нас какая-нибудь команда там неустрашимых, либо герои команды неустрашимости, которые будут врываться в премцу и будут убивать ее в первую очередь, так как Лакреция, наверное, будет убить сложнее. Он все-таки у нас потолще и даже без пробуждений будет накладывать на себя щит в начале боя, да? Поэтому премца, например, будет умирать, либо Джойс, и увеличивать атаку его на, сколько там было написано, 25% атаки минимум, либо на 50, если у нас 4 колдуна. Но 4 колдуна навряд ли, да? То есть для шахмат можно его взять, но я бы сначала его потестировал. В шахматах я его не потестировал, особенно против топовых команд, типа там Ауры, либо смеси там с неустрашимыми, либо еще какие-то. Удар молнии тот же самый, либо Этерил. То есть надо их потестировать, насколько они с этим снижением урона смогут против них справляться. И смогут ли вообще. Попробую заняться этим в ближайшее время. Так а что же делать с баннером? Крутить его, либо не крутить, забирать его, либо не забирать? Я вам скажу, что я буду делать. Я его пропущу, потому что эта команда не является приоритетной. Плюс ко всему, просто забрать его и усилить призыв у нас не получится, потому что, как я уже сказал, нужно 3 копии. Я точно их не выбью, если мне очень сильно не повезет. При этом у нас дальше идут гораздо более, я считаю, что приоритетные баннеры. Это у нас баннер с ядом. Это у нас 2 баннера конструктора. Это у нас баннер с Крисосом, который я пропустил в прошлом сезоне. И, возможно, я все-таки его заберу в этом сезоне. Плюс ко всему, у нас еще непонятно, какой баннер будет после. Если это у нас будет баннер сборный, который вот на 800 призывов, тем более лучше оставить ресурсы для него.
Также, например, баннер сбора позволит мне с помощью одной эксклюзивки, да, без всяких пробуждений уже получить прирост урона, в отличие от вот этого мотылька. То есть я хочу сказать, что команда призыва, она довольно-таки дорога в сборе этой команды и при этом выдает, ну, такие средние либо посредственные результаты. С ним, конечно, ситуация улучшится, но когда он станет плюс 2. Также призыв очень сильно зависит, как в принципе и любая другая команда. Но призыв, мне кажется, больше зависит от тех противников, которые нам дают разработчики. А в последнее время они команду призыва не балуют подходящими хорошими противниками. Так что я на это рассчитывать не буду, и тем более гнаться за ним, да, теряя по остальным командам, по пробуждениям, которые мне гораздо более нужны, я не стану. Давайте я вам наглядно покажу свою ситуацию, чтобы вы понимали, почему именно так. Ну, увидим, да, что у меня кукла плюс 4, то есть мне по-любому надо забирать 5-е пробуждение, мне по-любому надо собирать дальше Кульвиду. Я это делаю потому, что у меня есть Маштур плюс 3, то есть это для меня будет топовая команда, и это мой главный приоритет. Также у меня есть команда горения, которая уже играет неплохо и гораздо, мне кажется, лучше, чем призыв. Ну, по крайней мере, по тем противникам, которые для призыва не очень хорошо подходят. Команда ледяного взрыва у меня тоже в неплохом состоянии, и я, например, лучше заберу, там, я не знаю, 2 либо 3 копии совы, чем буду добавлять вот этого мотылька. И в том числе заберу артефакт. Так как команда призыва ледяного взрыва у нас менее требовательна, менее привередлива и играет везде, играет всегда. Про команду сбора я уже сказал, то есть мне достаточно взять одну эксклюзивку, вот эту новую, заменить Хуберга, и у меня уже вырастет урон. Ну да, не так уж прям сильно, но вырастет. Ну и команда ауры, конечно же, требует плюс 5 лучницу. Обязательно тут прям прирост будет от плюс 5 отличный. Гораздо, тут 3 копии всего собрать, да, вот, то есть прирост будет гораздо выше, чем от того, что я соберу этого мотылька. Ну и, собственно, команда призыва у меня выглядит вот так. Да, у меня уже есть Лильванис плюс 3, есть у меня Бернейт, то есть все есть вроде бы, и Тиамат у меня имеется. Но, как я уже сказал, команда призыва выдает в последнее время не очень хорошие результаты. Но это то, что касается меня. Что же делать другим игрокам? Ну, я предлагаю, допустим, новичкам тоже его пропустить, потому что, как я уже сказал, ресурсов это требует больших для того, чтобы привести команду в хороший вид, современный вид, скажем так, с учетом требований у противников, которых нам дают, которые становятся все сильнее. При этом за те же средства можно собрать одну, может быть даже 2 команды, которые будут выдавать, в общем, гораздо интереснее результат. Плюс ко всему будут более универсальны. Если слухи верны, да, насчет того, что он хорошо играет вместе с командой призыва в шахматах, и если шахматы для вас являются таким серьезным приоритетом, вам очень нравится этот режим, ну тогда тогда можно его собрать и радоваться, кайфовать, играть. Ну и то же самое я бы посоветовал и для всех игроков, которые не новички. И причины все те же самые, то есть дорого и результат не очень. И третий вариант, если вам не очень важны рейтинги, не очень важны вот эти вот меты, самая эффективная трата ресурсов, вам просто хочется играть. То есть видим баннер, хочется его покрутить и поиграть вот этими новыми героями, в том числе там и в шахматах, и везде там, да, попробовать его. Пожалуйста, крутите. И не слушайте никого. Все-таки игры, в первую очередь, это развлечения. И если мы меняем развлечения на какой-то холодный расчет, вот на эти накопления, да, на ожидания, на терпение, и перестаем получать удовольствие какое-то от игры, то зачем тогда она нужна? Какая разница, какой у вас силы команда, да, если у вас ее нету и придется собирать долго, да, и время идет, вы заходите в игру, а вам скучно, и вы не понимаете, зачем вы это делаете. Так что крутите тогда и никого не слушайте. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.